Друзья, всем привет! Сегодня поговорим об успешном забросе на донку резинку, что для этого надо. Итак, я забрасываю свою донку, делаю несколько взмахов, и заброс получается примерно в районе 40-45 метров. Это неплохой результат на небольших водоемах, озерах, водохранилищах. Самой резины у меня 9 метров и 7 метров вставка с крючками, 5 крючков. Крючки и прикормка находятся на расстоянии 30 метров плюс-минус несколько метров, если нет лодки. Согласитесь, это неплохая дистанция, практически матчевая ловля на поплавок, хороший заброс матчевой удочки, примерно такая же дистанция, даже может быть немножко меньше. Обратите внимание, ребята, на круглое мотовило и грузило, которое я изготавливаю сам. Вот такой якорь, тройник. Это был четверник, один ус отломался. Как видите, он хорошо цепляется за грунт, за какие-то растения, за ил, песок, какие-то. Проволока сама по себе, она подкаленная, оцинкованная. И в случае сильного зацепа она просто разгибается. Такую систему я посмотрел, похожую, на другом канале. Но там якорь был не так сделан, был впаян в груз. Здесь я решил другим методом сделать. Как вы видите, вот это грузило. Вот такой формы, оно примерно 300 грамм, 250-300 я не взвешивал, ну примерно около 300 грамм. Хороший свинец мягкий, про проволоку я вам уже говорил, оцинковка. Форма из гипса. Сейчас сниму размеры, вам покажу. Ну, вот примерно там 145 миллиметров, 140. На всю эту форму ушло килограмм гипса. Это 16-й гипс российского производства. Скульптурный гипс хороший. И где-то разводил я его на 800 грамм воды. Такой жиденький делал и заливал. Застывает он довольно-таки быстро. Схватывается практически моментом. Вот, к самому грузилу привязывается веревка где-то длиной метр. И уже потом через переходные кембрики на резину. Если будет кому-то интересно, то устройство самой донки сниму отдельно. Вот такая форма. Снизу еще одно отверстие для вставки проволоки. Вот так вставляется проволока туда и потом заливается свинец. На плите разогреваешь его, плоскогубцами взял и заливаешь форму. Но перед этим форма должна хорошенько высохнуть, иначе свинец будет брызгать. Вот так вставляется проволока. Естественно, на той стороне делается ушко, а то отверстие снизу закрывается сырым хлебом, чтобы свинец не выливался. И вот, ну и четвертую еще проволоку, сейчас просто под рукой нету, и заливаем свинцом. Все это застывает в течение нескольких минут. Вот поклевка подлещика, друзья. Вот так клюет подлещик. Сейчас я его вытяну, посмотрите, этого моллюска. Видите, вот такой моллюск, а клевал как будто лещ там. Так что, ребята, снасть чувствительная, не думайте, что на нее не видно поклевок. Всем привет, друзья. И сейчас покажу улов, то что за день наловил, подлеща. Друзья, круглое мотовило, оно играет роль как безинерционной катушки. С нее леска очень хорошо слетает и без проблем закидывается. Только небольшой отрез клеенки постелить с пленки,
чтобы резинка сама не путалась. Ну, на этом и все, друзья. Всем пока.